Если в прошлый раз разработчики обещали начать тестирование танков классики в августе и закончить вообще всю работу над разработкой игры, то сегодня появилась уже новая, другая, официальная, друзья, информация. Когда выйдет игра, когда они успеют все доработать, об этом я вам расскажу в этом ролике. Сразу, друзья, спойлерну, вы немного удивитесь новым сроком выхода классики, когда выйдут они, когда разработчики по их прогнозам смогут ее доработать. Также рассмотрим еще какие новые детали, новости, обновления по классике нам разработчики показали. Предлагаю переходить сразу к ролику, постараемся без воды сделать. Сразу ставьте лайк, друзья, на это видео, на канал подписывайтесь, если не подписаны, и мы начинаем. Итак, друзья, первое, вообще вот основное, что нам рассказывали разработчики, на чем строился их новый посыл по танке классики. Это про карты. Разработчики приступили к работе над картами. И еще один моментик, помните, в прошлом ролике мы уже и позапрошлом рассматривали некоторые нюансы в гараже недоработанные, да, где цены были недоработаны, где характеристики пушек, корпусов еще были недоделаны. Про это не было вообще ничего сказано, про это тишина. То есть все, резко разработчики переходят к разработке карт. Что это значит, пока непонятно. Видимо, они их просто доработают попозже, когда уже все соберется, или они уже доработали, но забыли про это сказать. Ну, в общем, рассказывали про карты. В классике будет 3 категории карт. И тут, кстати, друзья, очень интересные моменты будут присутствовать. Здесь вот все фанаты старых танков, я думаю, обрадуются. Особенно старички из дальних 2010-11 годов, кто любил танки онлайн до ребаланса. В общем, первая категория карт, это будут карты из танков онлайн в версиях про битв и в версиях матчмейкинга. Почему-то они решили их сделать только летние и зимние, то есть никаких космических и ночных карт не будет почему-то, но это ладно. Самое вот интересное, про что я хотел сказать, большинство карт получат старую графику Legacy. Тоже тут такой момент, они не говорят, что все карты получат эту графику, а получат большинство карт. Это значит, что не все почему-то карты получат Legacy графику, но это очень крутой момент. Это очень круто, что можно будет создавать графику старую на ваших любимых картах. Но это еще не все, друзья. Вторая категория карт — это старые карты по типу Бреста 2, Тишина 2, Тишина 3. Может, помните, кто играл в старые танки. Эти карты со временем из игры почему-то убрали, точно не помню почему. Если кто помнит, в комментарии напишите, обязательно посмотрим. Вот, ну то есть вот эти вот старые карты тоже, я так понимаю, в графике и в Legacy будут, и в графике старые, которая вот после ребаланса там появилась. Ну и третья категория карт также будет присутствовать. Это, друзья, карты, которых вообще никогда не было в игре. Карты по типу Королевства. Я вот не помню, откуда я знаю эти карты, но я их где-то видел. Как будто эти карты в игре уже были. Может, на YouTube какие-то ролики были там с тестовых серверов. Но, в общем, Орех сказал, что таких карт в игре не было. И вот карты по типу Королевства, Гора, тот же прототип Трибьюта, все вот эти вот карты ностальгические, Legacy, супер старые, которых не было вообще в танках, Галерея вот та же самая, они будут присутствовать в классике. И это, я считаю, очень круто, что разработчики добавят все карты, которые когда-то у них были в разработке. Ведь разработчики в классике хотят собрать игру-музей, в которой будут все карты, и все вот самое лучшее, что было в танках онлайн. Это круто, что все карты будут, что мы сможем посмотреть полную коллекцию карт, на любой карте поиграть. Даже это какие-то новые элементы получаются, да, новинка какая-то. Вот мы уже на самом деле устали, но приелись карты в матчмейкинге. Ну, в матчмейкинге точно приелись карты, а вот в пробитвах, даже в пробитвах мы уже там на всех картах переиграли в танках онлайн, хочется чего-нибудь свеженького. И вот эти вот все карты Legacy, да, старые карты, которых никогда не было, это будет как глоток свежего воздуха для нас с вами, для алдов, для новых игроков. Вот, и приступаем, наверное, друзья, к самой-самой-самой интересной информации. Когда же выйдет танки Classic, когда выйдет тестовый сервер, когда разработчики все доработают. И официальный ответ был следующий. Работы впереди очень достаточно. Минимум на пару месяцев. Поэтому в ближайших выпусках дневника разработки классики мы иногда будем вставлять только видео, без комментариев, либо делать короткие вставки-анонсы. То есть разработчики вот прямо акцентируют внимание на то, что работы у них очень много, работы вообще в целом или только по картам, но я так понимаю, что эта речь касается всех карт, вот что они задумали там все в Legacy графику, да, перерисовать. Да, тоже такой был нюанс, что они не будут искать старые версии карт, они будут их сами перерисовывать в Legacy какими-то там технологиями специальными, то есть вручную будут уменьшать качество для видоизменения графики. Не знаю, почему так решили сделать разработчики, видимо, действительно не нашли старые какие-то
какие-то свои текстуры, либо же они по тому же принципу хотят, как вот и в гараже, как они все текстуры перерисовывали до высоких разрешений, да, чтобы смотрелось хорошо, чтобы было приятно глазу, даже вот Legacy график, чтобы выглядело в высоком разрешении. Ну, других объяснений у меня нет. Вот, и по поводу ответа разработчиков, да, что работы много, и на игру идет минимум 2 месяца. 2 месяца минимум на всю работу с картами уйдет. Если даже сейчас, друзья, прикинуть, смотрите, сейчас конец сентября, ну ладно, вот это октябрь получается, ноябрь, все. То есть, если у нас было предположение, что в ноябре или в октябре там тест начнется, я про дату релиза вообще еще не говорю, то у нас не раньше декабря начнется тест вообще классики. Не раньше декабря. А скорее всего, это же только если речь только про карты идет, то и вообще в 26-м году, в январе там или, как там кто-то пошутил, разработчики обещали в августе, но они не уточнили в каком году, да? В каком году этот август будет, и якобы в августе 26-го года. Ну, короче, предварительно теперь ждем в декабре какие-то тесты или более свежую, интересную какую-то информацию. Конечно, в видеоблогах они тоже как-то размывчато сказали, что в дневнике разработки теперь как-то без комментариев у них какие-то новости будут выходить. Не совсем понял, что они имеют в виду. Видимо, они уже показали все, что хотели показать, и больше показывать нечего. Пока что. Ну, я не знаю. Ну, то есть, декабрь. В декабре они якобы доделают все эти карты. Почему бы там, ну, не сделать какие-то вот начальные карты, как они в Танках X-то делали? Там, первые 5-10 карт создать и уже запускать тестовый сервер классики, например, да? А уже после запуска классики в процессе эти карты дозагружать потихонечку. Зачем вот это вот так растягивать? Ну, это вот мое мнение. Мне кажется, при желании можно было бы этот процесс все равно ускорить, но, видимо, все-таки дело не в картах. Наверное, имелось в виду, что у них работ очень много вообще, в принципе, на всю классику, и уйдет много работы на все про все. Если я правильно их понимаю. Ну, потому что 2 месяца на разработку карт можно было бы сократить. Ну, согласитесь, там, добавить те же карты с танков онлайн, там, ну, или, опять же, вот, карт 5-10 добавить на первое время, да и все. Но, с другой стороны, хочется, да, чтобы сразу все было доступно, и разработчики тоже про это неоднократно говорили, чтобы игрок зашел и был вау-эффект, не было никаких разочарований, поэтому тут уже палка о двух концах. Делать ли так, делать сяк. Ну, в общем, я считаю, что разработчики могли бы сделать пораньше, но все-таки с точки зрения вот качества продукта они, наверное, идут все-таки в правильном направлении, но очень сильно уже это как-то затянуто. Пишите ваше мнение в комментариях, как вы думаете вообще, вот, когда теперь выйдет игра. Про релиз это вообще когда теперь? Если тест у нас в лучшем случае начнется в декабре, в январе, то релиз, видимо, друзья, будет в 26-м году уже. В этом году, я думаю, классику ждать уже не стоит. Максимально вот что можно ждать в этом году от классики, так это начало тестирования, чтобы можно было ее пощупать, поиграть чуть-чуть. И, кстати, перед тестом, я думаю, для тех, кто спрашивает, будет ли еще ранний доступ продаваться, он будет продаваться еще перед тестом. Еще раз ведут его в продажу перед самой горячей порой. Ждем танки классик, получается, вот в полноценном релизе в 26-м году, но надеемся на лучшее, что к декабрю все успеют сделать. Сейчас остается только играть в новые танки. Там, кстати, тоже крутые ивенты будут добавлены. Скоро Хэллоуин, плюс разработчики анонсировали осенний фестиваль с крутыми спецрежимами, с голдами. Поэтому, друзья, кто играет в новые танки, не забывайте ставить Technic 10 в настройках вашего аккаунта. Не забывайте залетать на стримы. Там тоже можем в формате лайв обсуждать, что тут разработчики нам показали в видеоблоге по поводу даты выхода. Обязательно залетайте, все обсуждаем, все комментарии читаем. Ну, естественно, будем заценивать новые обновления в новых танках онлайн, в том числе и специальные режимы с голдами. Ставьте лайк на это видео обязательно, кто не поставил. Подписывайтесь на канал. Я всех благодарю за просмотр.